Всем здравствуйте! С вами канал BioLand. Тема сегодняшнего занятия – это наука биология. Мы разбираемся, что такое живая материя, ну и, соответственно, какие признаки характеризуют живую материю. Давайте будем разбираться. Прежде чем всегда начать первое занятие, я всегда ребят спрашиваю, а вы знаете, чем отличается живая природа от неживой? Ведь вокруг нас очень большое количество. Это и птицы, это и животные, это и растения. Когда мы подрастаем, нам родители всегда говорят, это живое. Да, когда мы указываем на камень, на землю, нам говорят, это не живое. Но ведь все дело в том, что родительские знания мы не можем считать основой биологической науки. Согласны? То есть все равно есть какие-то признаки, которые отличают живую природу от неживой. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Скажите, в чем сходство между ежом и елкой? И то, и другое являются живыми организмами. В первую очередь, почему-то всегда сразу первый ответ, 90% говорят, что у ежа и елки есть иголки. Да, действительно, у ежа имеются иголки, а у вечно зеленых растений имеется хвоя, которую мы тоже называем иголками. Но все дело в том, что это только морфологически, это внешнее описание этих живых организмов. Дальше мне говорят, что они питаются, согласна, да, действительно, им нужно питание обязательно, необходимо, вернее, питание. Некоторые говорят, что они растут, и это верно. То есть и еж, и елка, они растут. И еще много дополнительных признаков, которые их характеризуют, но всегда почему-то забывают, что для них характерно, вот для всех живых организмов, и я вам сейчас это говорю, чтобы вы запомнили, для всех живых характерно именно клеточное строение. Но мы сейчас говорим о правилах. Дело в том, что в биологии имеются еще и исключения из правил. Что значит исключение в данной ситуации? Когда мы на следующем занятии будем с вами проходить систематику живых организмов. Так вот, все живые организмы подразделяются на две империи. Это неклеточные, к ним относятся вирусы, и клеточные. Так вот, вирусы, действительно, они не имеют клеточного строения. Это исключение из правил. Да, действительно, вирусы, они до тех пор, пока они не попали в клетку, они не проявляют признаки живых организмов. Но когда вот они попали уже в клетку, тогда они себя ведут как живые организмы. Но еще раз говорю, это исключение. Мы сейчас говорим о правилах. Итак, давайте в первую очередь мы сейчас с вами разберем клеточное строение. Что такое клетка? Что она из себя представляет? Что в ней находится в этой клетке? Впервые клетку удалось рассмотреть в середине 17 века после изобретения первого светового микроскопа Робертом Гуком, чей портрет вы сейчас как раз и видите на экране. Он рассматривал срез пробкового дерева, который вы внизу экрана сейчас видите, и увидел ячейки, похожие на пчелиные соты. Роберт Гук дал им название ячейки или клетки. Клетки на латыни звучат как целлюля, а на греческом языке цитос. Отсюда и взялось название цитология, то есть это наука, которая изучает строение клеток. Что такое клетка? Клетка – это основа любого живого организма. Они складываются в ткани, ткани в органы, а из органов формируется организм. Но существуют и одноклеточные организмы. Это и бактерии, и растения, и животные. Давайте сейчас рассмотрим клетки. Дело в том, что клеток всего 4 вида. Во-первых, это бактериальная клетка, растительная, грибная и животное. Посмотрите на них внимательно. Как говорится, найдите сходство и отличия: бактериальная, растительная, грибная и животное. Вроде бы они между собой похожи, но они и отличаются друг от друга. Давайте посмотрим, в чем их заключается сходство.
Во-первых, у всех абсолютно клеток есть внутренняя жидкая среда, в которой располагаются все органоиды. Их можно назвать органеллами, а чтобы было понятно, это органы клетки. Если просто, да, обыкновенным нашим языком, это органы. Посмотрите, какое большое количество. А в биологии это называется органоиды или органеллы. Дело в том, что жидкая среда – это цитоплазма клеток. Плазма – это жидкая среда, которая на 80% состоит из воды. Но опять же, это условно, что это жидкая среда. Дело в том, что она по своему составу гелеобразная. Второе, в чем сходство этих клеток? Значит, у всех клеток есть цитоплазматическая мембрана. Вот она тонкая линия, которая идет внутри сразу за цитоплазмой. Здесь и, конечно же, тоже у растительной клетки, вот она здесь располагается. Дело в том, что это клеточная мембрана. И посмотрите, я ее специально вывела в правый верхний угол, в большое увеличение. Давайте рассмотрим, посмотрите, какая она интересная и как сложно она устроена. Ведь в состав ее входят белки, вот они розового цвета, да, то есть вот здесь вот их немножечко видно. Это жиры, которые в виде бусинок здесь располагаются практически по всей длине плазмолемы. А также здесь у некоторых клеток имеются вот такие вот цепочки углеводные, да, то есть вот они темного цвета, это углеводные цепочки. Дело в том, что вот эта плазмолема, основная ее функция, она отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивает ее целостность. Что еще, в чем сходство этих клеток? Дело в том, что у всех клеток есть ДНК. Посмотрите, у бактерии она располагается свободно в виде ниточки, располагается внутри бактерии, в цитоплазме плавает, да? А у растительной клетки она замкнута вот в такое образование, которое называется ядром. И в связи с тем, что у каких-то клеток, значит, ДНК располагается свободно, нет ядра, и такие клетки называются прокариотическими. Про переводится как перед, карио – ядро, и у нас получаются доядерные клетки. Да? Если ДНК замкнута в ядро, она располагается в ядро, эти клетки называются эукариотами. Эу переводится как истинный, карио – ядро, и получается истинно ядерный. Ну, в биологии так не говорят истинно ядерный, просто говорят, что это либо ядерный, или просто эукариоты. Кстати говоря, это два новых слова, которые нам обязательно всегда теперь будут нужны. Дело все в том, что здесь может существовать сразу такой вопрос: а что же такое ДНК? Ну, я не буду сейчас рассказывать прям подробно, что такое ДНК. Это довольно-таки очень большая, сложная тема, которую мы изучаем в основном в старших классах. Но все-таки дело в том, что ДНК, вот она, да, то есть у нас есть хромосома, вот здесь в верхнем левом углу она изображена, и одно плечо ее немножечко, так скажем, раскрутили, чтобы показать, что хромосома состоит вот из такой спирали ДНК. ДНК – это большая молекула, в состав которой как раз вот и входит хромосомы. И она хранит, ДНК хранит генетическую информацию всех живых организмов. Если клетка начинает делиться, генетическая информация передается к новым дочерним клеткам. Опять вопрос: а что такое генетическая информация? Генетическая информация определяет внешнее строение, развитие, обмен веществ, предрасположенность к заболеваниям организма. То есть там содержится вся информация об организме. Важным органоидом в клетке являются рибосомы. Дело в том, что рибосомы, они являются помощниками ДНК, они помогают производить белки, и рибосомы, они состоят из двух субъединиц: большой и малый. И вот здесь вот как раз нарисована малая субъединица, большая субъединица. И обратите внимание, на них стоят цифры 30S, 50S. И, соответственно, когда происходит сложение двух этих субъединиц, общий размер рибосомы становится 80S. Это размер этой рибосомы. У прокариотической клетки размер рибосомы равен 70S, у эукариотической клетки они гораздо больше, и
размер их 80S. Вот сейчас мы посмотрели с вами рисунки. Я постаралась вам немножечко показать именно на рисунках, что, какие органоиды имеются в клетках. Но на самом деле, вот лично для меня гораздо более интересно посмотреть в динамике, какие процессы происходят в клетке. Я вам предлагаю немножечко заглянуть внутрь и посмотреть, какие процессы, какие движения, что там происходит. Сейчас мы посмотрели маленький совершенно отрывок, вот совсем крошечный отрывок. Эти фильмы сделаны на BBC, вы можете пройти по ссылке, посмотреть гораздо более расширенно, прям заглянуть, посидеть, посмотреть подольше, какие процессы там происходят, что это такое, какие движения. На самом деле меня это очень сильно впечатляет, причем вот сколько работаю, смотрю, и я не перестаю удивляться, насколько сложно устроена наша природа. Мы, в принципе, никогда на эту тему мы даже не думаем и не задумываемся. То есть растение растет, мы состоим из большого количества клеток, но то, что эти клетки никогда не находятся в покое, то, что постоянно там происходит работа, конечно, мы об этом не думаем. Но для меня это какое-то вот волшебство. Это вот природа создала, и это волшебство постоянно происходит в нашей клетке. Я надеюсь, что вы посмотрите эти фильмы, ссылки под видео, проходите, смотрите, интересуйтесь. А мы продолжим дальше. На второе место я бы поставила процесс питания. То есть, что такое питание? Это поглощение органических веществ, переваривание, усвоение и выведение остатков пищи. Так вот, все дело в том, что я сказала только, что органические вещества для тех, кто изучает уже давно биологию или кто проходит химию, это более-менее понятно. Для ребят, которые находятся в 6 классе или в 7, которые еще не проходят химию, я хочу сказать. Все дело в том, что в химии существуют такие понятия: органические вещества и неорганические вещества. Так вот, органические вещества, которые необходимы для питания и которые должны обязательно присутствовать, это в первую очередь сахара, иначе в биологии они называются углеводами. Кстати говоря, углеводами это основной энергетик любого живого организма. То есть для того, чтобы у организма была энергия для развития, размножения, роста, обязательно необходимы сахара. С этим мы познакомимся чуть попозже. Дальше, это следующее органическое вещество, это белки. Простые белки в биологии называют протеинами, сложные это протеиды. И третье, это жиры, соответственно.
жиры в биологии называют липидами, то есть белки, жиры и углеводы необходимы для питания. Еще раз возвращаюсь к тому, что я уже начала говорить, то есть, соответственно, в первую очередь все и животные, и растения, и бактерии, и грибы, они обязательно стараются для себя откуда-то получить сахара, то есть для того, чтобы получить энергию. Я уже сказала, для чего эта энергия нужна. Так вот, именно для того, чтобы было четкое распределение по типу питания, они все абсолютно разные организмы, автотрофы и гетеротрофы. Посмотрите, опять новые слова: автотрофы и гетеротрофы. Опять же, нам нужно выяснить, что это такое. Давайте будем переводить. Автотрофы. Авто – сам, трофика – питание. Что получается? Питаюсь сам? Нет, не совсем правильно. Правильно соединить эти два слова. Приобретаю сам для себя или вырабатываю сам для себя какие-то органические вещества. Все дело в том, что для того, чтобы было еще более понятно, биологи этим озадачились и разделили еще на две части. Автотрофы подразделяются на фототрофы и хемотрофы. Обратите внимание, да, фототрофы, трофика питания, фото – это свет. То есть что получается? Фототрофы питаются светом? Опять нет. Фототрофы используют энергию солнца для выработки органических веществ. И к фототрофам относят все зеленые растения, цианобактерии. Опять новое слово – цианобактерии. На самом деле циано переводится как синий. Но все дело в том, что цианобактерии переводятся как сине-зеленые, да, то есть имеющие зеленый оттенок. То есть это говорит о том, что у них тоже имеются пигменты, в частности хлорофилл, который необходим для того, чтобы выработать, то есть участвовать в процессе фотосинтеза. В клетках зеленых растений находится пигмент хлорофилл. Хлор переводится как зеленый, фил – лист, то есть в растениях находится зеленый пигмент, который обеспечивает растениям зеленую окраску. Именно благодаря хлорофиллу происходит процесс, который называется фотосинтез. То есть при участии солнечного света в растениях образуются сахара. А как это происходит, будем разбираться чуть позже, частично, когда будем проходить тему растительная клетка, ну и, конечно, будет отдельная тема – пластический обмен, фотосинтез. С фототрофами мы выяснили, теперь хемотрофы. Давайте опять выясним, кто такие хемотрофы. Давайте это слово разделим. Хема, немножечко так слышно, да, перекликается со словом химия. Трофика – это питание, опять же. То есть что у нас получается? Питаются химией? Опять нет. Все дело в том, что хемотрофы, к хемотрофам относятся в первую очередь это бактерии. Они окисляют химические соединения, которые богаты энергией. И вот для того, чтобы было проще понимать, какие соединения или с чем они вступают во взаимодействие, им придумали названия, соответствующие этим химическим элементам, соединениям. Если они вступают во взаимодействие с серой или окисляют серу, их называют серобактерии. С водородом – водород-бактерии. С азотом их называют либо азот-фиксирующие, либо нитрифицирующие бактерии. То есть они тоже преследуют цель найти сахара для того, чтобы обеспечить себе энергию. Мы разобрались с вами с автотрофами, теперь мы разбираемся с гетеротрофами. Гетеро переводится как разнообразное, трофика – питание. То есть что получается? Разнообразное питание. Но все дело в том, что здесь я хочу дополнить не просто разнообразное питание, то есть это живые организмы, которые употребляют уже готовые какие-то органические вещества. Но в свою очередь они тоже подразделяются, во-первых, на сапротрофы, симбиотрофы и биотрофы. Опять новые слова. Давайте начнем с сапротрофов. Сапро переводится как гнилой, а трофика питания. То есть что получается? Живые организмы питаются гнилью.
Сапротрофы иногда еще называют деструкторами или разрушителями. Дело в том, что к ним в большей степени относятся организмы. Это бактерии и грибы. Ну и, конечно, не только опята, которые здесь изображены. Они разрушают отмершие останки живых существ и превращают их в неорганические или простейшие органические соединения. К сапротрофам, кроме бактерий и грибов, относят еще и животных. Их могут называть по-другому – сапрофаги, то есть пожирающие гниющие остатки или трупы, по-другому мы говорим. Да? К ним относятся, например, это речные раки, да, то есть они являются санитарами водоемов. Дальше это, например, из птиц это вороны, из млекопитающих это гиены. Также к ним могут относиться дождевые черви, личинки ряда мух. Следующее это биотрофы. Но здесь мы уже слово био знаем, поэтому жизнь, да, то есть что-то живое. То есть что получается? Питаются живыми организмами? Да, они питаются живыми организмами, либо за счет живых организмов. То есть так и переводится, иначе они называются биотрофы или паразиты. Ну вот и биотрофы. Иначе их мы называем паразитами, но если мы переведем, например, с древнегреческого языка паразитос, это обозначает нахлебник. То есть в этих отношениях есть организм-паразит и есть организм-хозяин. Так вот, паразит использует хозяина либо частично, либо полностью в качестве источника питания или среды обитания. Ведь перед вами сейчас паразиты, которых мы очень хорошо знаем. Это, например, комары, которые питаются кровью. Это пиявки, которым тоже необходима, естественно, кровь. Растения амела, которые в виде зеленого шара, как правило, располагается на деревьях. Это гриб-трутовик или вши, вот макрофотографии, или это ленточные черви, в частности, это бычий цепень, ну и, конечно же, бактерии. Бактерии-паразиты, например, вызывают очень серьезные опасные заболевания. Это и сальмонелла, и сибирская язва, и столбняк, это и палочка Коха, которые вызывают туберкулез, заболевание. То есть биотрофы, так же как и сапротрофы, являются гетеротрофами, используют готовые органические вещества для своего питания. Ну и последнее – это симбиотрофы. То есть симбио – это от слова симбиоз, соответственно, трофика питания. Что это такое симбиоз? Симбиоз – это взаимовыгодное сосуществование двух живых организмов. Для того, чтобы понять, что такое симбиотрофы, давайте рассмотрим самый простой пример. Вот, например, есть деревья, да, которые у дерева, естественно, есть ствол и есть подземная часть – это корень. И наверняка вы слышали, что есть такие грибы, которые называются, например, подберезовиками, да, то есть простое слово подберезовик, то есть растет под березой. В чем заключается их симбиоз? Дело в том, что грибы являются редуцентами, они разлагают органические вещества до неорганических, неорганические вещества вместе с водой потребляет уже дерево, а уже дерево в свою очередь поставляет грибам органические вещества, которые образуют в процессе фотосинтеза. То есть вот в этом заключается именно симбиоз. Грибы поставляют неорганику, а дерево поставляет грибам органические вещества. После того, как мы проговорили с вами, какой тип питания характерен для живых организмов, у вас должна сформироваться вот такая вот таблица, стройная таблица автотрофы, гетеротрофы. Здесь все четко, понятно, и вы это уже запомните и, естественно, никогда не забудете. Следующий процесс, который бы я поставила на третье место, это дыхание. Что такое дыхание? Это потребление кислорода, выделение углекислого газа. Ну и дыхание характерно, опять же, для всех живых организмов. По крайней мере, понятно, да, человек вдыхает легкими, выделяет углекислый кислород, поглощает, выделяет углекислый газ и воду. Более-менее понятно, как также происходит дыхание, например, у животных.
Но все дело в том, что для растений тоже необходимо дыхание, для них это крайне важно. Все дело в том, что растения поглощают, конечно, у них нет легких, но в любом случае они поглощают кислород, может быть, не в том объеме, в котором мы поглощаем, но кислород растения поглощают при помощи устиц, которые находятся на листьях, либо чечевичек, которые находятся на стеблях или стволах растений. Также поглощают кислород при помощи корней, то есть растению необходим кислород. Обязательно. Для чего всем живым организмам нужен кислород? Кислород нужен для того, чтобы происходил процесс расщепления, окисления органических веществ, которые мы потребляем. Опять же, для чего? Для образования энергии. А энергия где образуется? Мы чуть попозже с вами будем рассматривать клетку растительную, и обязательно я покажу. Дело в том, что в каждой клетке имеются так называемые органоиды, которые называются митохондрии. Именно митохондрии являются энергетическими станциями клетки. То есть можно даже сказать, что эти митохондрии, они работают на сахарах. То есть мы им сахар, они нам энергия. Но все дело в том, что живые организмы, они подразделяются на две части. Во-первых, существуют аэробы, еще одно новое слово, аэро – воздух. Соответственно, эти живые организмы не могут жить без кислорода. Мы относимся к аэробам, грибы многие относятся к аэробам, растения к аэробам, но существуют еще и анаэробы. И вот здесь вот у нас есть что отметить для себя. Дело в том, что в биологии существуют приставки ана. То есть вот эти как раз приставки, они являются частицами такими отрицания. То есть, соответственно, когда мы произносим анаэробы, мы отрицаем поступление кислорода. Анаэробы, то есть это те живые организмы, которым не нужен кислород. Есть и такие. Есть, например, паразитические черви, которые живут, например, в кишечниках у животных, у человека, и им не нужен доступ кислорода. Есть бактерии, которые живут в бескислородной среде. Например, в воде, в болоте живут бактерии. Они являются анаэробами, и тогда, когда мох, который растет на болоте, это торфяной мох или мох сфагнум, он отмирает, он падает, значит, на дно этого водоема, и уже при участии бактерий анаэробов из мха начинает формироваться торф. На четвертое место я бы поставила метаболизм. Все дело в том, что почему именно четвертое место, это очень логично. Мы с вами выяснили, что есть питание, что для всех живых организмов характерно питание. Мы выяснили, что необходим воздух, да, то есть кислород. И, соответственно, вот именно когда мы говорим о метаболизме, прежде чем говорить дальше, вы сейчас все поймете, что такое метаболизм. Простым словом, если перевести, это обмен веществ. Все дело в том, что обмен веществ, он состоит из двух процессов. Значит, первый процесс, да, то есть это, во-первых, называется либо ассимиляция, либо анаболизм. В старших классах он изучается как пластический обмен. Что это такое? Это накопление, это усвоение органических веществ. Соответственно, значит, для того, чтобы приобрести органические вещества для живого организма, необходима энергия. То есть эти все процессы анаболизм, ассимиляция, пластический обмен, они идут с затратами энергии. Ну и какие процессы относятся к анаболизму или пластическому обмену? Это фотосинтез, образование сахаров в процессе фотосинтеза, это биосинтез белка, то есть образование белка в клетке, ну и хемосинтез, образование, соответственно, сахаров в процессе хемосинтеза. Синтез переводится как образование. И просто здесь нужно запомнить, что все эти процессы происходят с затратами энергии. Но я уже сказала, что есть еще и вторая сторона метаболизма. Она называется тоже есть обозначения. Это диссимиляция, катаболизм и энергетический обмен. Все дело в том, что катаболизм, диссимиляция – это разрушение органических веществ,
и выведение. Дело в том, что именно в процессе катаболизма или диссимиляции происходит вырабатывание или выработка энергии. И к процессам, которые относятся именно к диссимиляции, вернее, процессы, которые изучают диссимиляцию или катаболизм, или энергетический обмен, к ним относятся дыхание и брожение. Мы обязательно это будем разбирать. Мы сейчас просто проходим по признакам, которые характерны для живых организмов. Следующее – это раздражимость. Что такое раздражимость? Это избирательная способность живых организмов реагировать на внешние и внутренние раздражители. На самом деле примеров можно найти большое количество. Самый простой, который сразу приходит в голову. Если вы подходите, например, к чему-то горячему, плитка, утюг, неважно, что это, огонь, и не дай бог вы притрагиваетесь, да, то есть вы тут же резко отдергиваете руку, потому что вам горячо. Почему это происходит? Потому что у нас в коже имеется большое количество рецепторов, которые и как раз и отвечают, да, то есть за восприятие вот всего горячего. И не только горячего, там очень много рецепторов, и у каждого свое предназначение. Мы отдергиваем руку, это есть рефлекс, то есть мы среагировали, мы получили раздражение, мы отдернули руку. Ну а как же тогда растения, например, да, то есть опять же, мы не забываем, что все-таки мы с вами изучаем биологию, только не только человека. Соответственно, а как же реагируют тогда растения? Для растений характерны такие процессы, которые называются, например, тропизмы. Что такое тропизмы? Вот давайте возьмем такой пример. Я возьму растение, причем мы четко знаем, да, что корни в земле, а над землей располагаются побеги с зелеными частями, там листья, почки, сейчас не суть важно. И я его возьму, это растение, достану из земли и переверну его вверх ногами. Что произойдет? А произойдут вот те самые функции, то есть это тоже относится к раздражимости, через определенное количество времени, значит, у нас корень все равно будет тянуться к земле, это называется геотропизмом, а соответственно листья будут изгибаться и расти вверх, потому что, значит, стремятся всегда к солнцу, это называется гелиотропизм, то есть стремление к солнцу. Также я сказала, что есть еще и таксисы. Вот есть такое одноклеточное животное, которое называется эвглена-зеленая. Соответственно, значит, ну, у нее есть красный глазок, который называется стигма. И когда начинает светить солнце, она из глубины воды, то есть из толщи воды, она устремляется к свету в верхние части водоемов. Для чего? То есть вот это называется фототаксисом, то есть она плывет к источнику света. Для чего? Для того, чтобы происходил процесс фотосинтеза, так как в ее теле располагаются пластиды, хлоропласты, с помощью которых происходит процесс фотосинтеза. А также я сказала, что существует для растений, вернее, характерны еще и настии. Что такое настии? Вот самый простой пример. Наверняка вы знаете, что или видели, да, что, например, тюльпаны, как только наступает утро, значит, соответственно, солнышко поднимается и цветок раскрывается. Как только солнышко садится, тюльпаны закрываются. От чего это зависит? А это зависит от температуры окружающей среды. То есть, когда становится тепло, лепестки раскрываются. Как только становится прохладно, они закрываются. Это называется термонастия, то есть реакция именно растения на окружающую, то есть на температуру. Соответственно, вот представьте себе, да, то есть любой живой организм, он может реагировать на изменяющиеся условия. Еще одним неотъемлемым свойством всех живых организмов является ритмичность. Что такое ритмичность? Давайте разберемся. Мы все знаем, что наша Земля крутится вокруг своей оси и полный оборот совершает за 24 часа. Будет это влиять как-то на живые организмы? Конечно, да. Все дело в том, что от этого будет зависеть и фотосинтез у растений, образование органических веществ с участием света. От этого будет зависеть и испарение влаги с поверхности листа.
места, то есть то, что называется транспирацией. От этого будет зависеть и влажность, и атмосферное давление. Давайте рассмотрим, какие виды ритмичности существуют. Ну, например, это суточная ритмичность, да, то есть сначала у нас наступает утро, мы можем обратить внимание, что утром начинают расцветать цветы, некоторые, как я уже говорила, тюльпаны, только что об этом говорила, да, то есть о настях мы разговаривали, а вечером, соответственно, цветы закрываются, то есть в связи с тем, что меняется температура. Или, например, мы знаем сезонная ритмичность, да, то есть это смена, соответственно, либо наступает у нас весна, лето, зима, осень. Что происходит? Есть у нас животные, которые на зиму, например, впадают в спячку, то есть это медведь, суслики, ежики, да, то есть они, соответственно, на зиму прячутся. Существует так называемый фотопериодизм, то есть фото – это свет, да, то есть укорочение светового дня, то есть когда день становится гораздо короче, это является сигналом для птиц, чтобы они мигрировали в теплые края. Соответственно, все живые организмы, они не сами по себе просто существуют, да, они, естественно, зависят и от условий, в которых они обитают. Следующий процесс называется гомеостаз. Это постоянство внутренней среды. Причем вот постоянство внутренней среды характерно для всех живых организмов. Неважно, это растения, животные, бактерии. Вот для примера, у человека на 1 кубический миллилитр приходится 5-5,5 миллионов эритроцитов. Снижение ниже нормы, да, то есть это приводит к дисбалансу в организме и чревато заболеванием. Повышение этих эритроцитов называется эритроцитозом. Это тоже, соответственно, выше нормы, и это тоже дисбаланс. Возьмем, например, коралловых полипов, которые обитают в соленой воде в океане, в прибрежных зонах. Вот представим себе, то есть в океане определенная концентрация соли. Значит, приблизительно это 35 грамм на литр. Вот они привыкли к этой концентрации, для них считается это нормой. Но вот начинаются дожди, и происходит опреснение этой воды. Соответственно, концентрация соли снижается, это может привести к гибели этих организмов. Если повысится концентрация соли, для них это тоже может быть губительно. То есть, соответственно, для любого живого организма, или также вот для растений посмотрим, да, недостаток определенных микроэлементов, значит, в почве приводит к пожелтению листьев, приводит к опаданию листвы, но увеличение тоже приводит к нарушению функции растений. Поэтому для всех живых организмов необходимо именно соблюдение гомеостаза, постоянства внутренней среды, что обеспечивает их нормальное существование, нормальное развитие, размножение, рост и так далее. Следующим пунктом является размножение и развитие. Начнем с размножения. Давайте для начала для себя установим такое определение. Что такое размножение? Ну, самым простым языком размножение всегда приводит к увеличению количества особей, да, то есть отдельных каких-то новых индивидуумов. Размножение приводит к увеличению количества особей. Я прям вот останавливаюсь специально, потому что в данной ситуации случаются очень часто ошибки. Что происходит при процессе размножения? Дело в том, что при размножении происходит процесс передачи генетической информации от материнского организма вновь образующимся организмом, так скажем, дочерним организмом. Существует несколько видов размножения, но подразделяются, как правило, размножение на два тоже типа. Во-первых, это половое размножение и бесполое размножение. Давайте сейчас рассмотрим, что такое половое размножение. Я уже сразу могу сказать, что половое размножение – это слияние двух половых клеток – сперматозоида и, соответственно, яйцеклетки. В биологии, а иначе они называются, чтобы постоянно не повторять сперматозоид или яйцеклетка, мы говорим слияние двух гамет. Еще одно новое название.
Итак, сейчас вы видите слияние двух половых клеток, сперматозоида и яйцеклетки, то есть это две гаметы, которые приводят в дальнейшем к образованию зиготы. В дальнейшем происходит уже формирование зародыша. К этой теме я еще сегодня вернусь, что происходит дальше, потому что это подразумевается именно развитие. Мы рассматриваем не только размножение, но и развитие организма. Итак, соответственно, вот первый процесс – это слияние двух половых клеток или гамет. Сейчас вы видите у себя картинку, это конъюгация, это основная ошибка, которая встречается на экзамене. Значит, так вот, дело в том, что к половому размножению конъюгация не имеет никакого отношения. Конъюгация – это половой процесс. Я обязательно вам покажу, откуда вы черпаете ошибки. Что такое конъюгация? Конъюгация у инфузорий происходит следующим образом. Они, значит, подходят друг к другу, между ними происходит растворение стенки, то есть той части, где они соприкасаются, и происходит просто обмен генетической информации. То есть это не половое размножение, это половой процесс. Причем этот вопрос встречается, значит, на экзаменах в ЕГЭ. Вы должны уметь объяснить, то есть отличие, да, то есть чем отличается размножение от полового процесса. На это нужно обратить внимание. Сейчас вы на своих экранах видите следующее, это партеногенез, половое размножение. Давайте опять же переведем все эти слова, на самом деле все переводятся. Партена переводится как девица или девушка, а генез это зарождение. То есть что у нас получается? Размножение, девственное размножение, но бытовым языком это называется непорочное зачатие, но не в биологии. Дело в том, что при партеногенезе не требуется сперматозоид, и организм развивается без оплодотворения. И вы видите такие примеры, в основном чаще всего именно характерен партеногенез для беспозвоночных, это и для улиток, и пауков, и для тли, для членистоногих, но партеногенез характерен еще и для позвоночных. И вот вы видите как раз на картинке, это, например, варан или скальные ящерицы. Кстати говоря, партеногенез характерен для некоторых видов птиц, также для той же самой, например, курицы. Для бесполого размножения характерен такой процесс, который называется почкование. То есть существует материнский организм, в частности, здесь вы видите дрожжи, это одноклеточный высший гриб, он представлен одной клеткой, и, соответственно, когда происходит процесс деления, образуются почки. Эти почки могут оставаться на материнском организме, то есть начинается рост колонии. Или, ну, вот, например, гидра. Мы видим взрослый организм гидру, значит, у нее на боку формируется почка, из нее начинает вырастать новый молодой организм, потом который покидает материнский организм и становится самостоятельным уже. Следующее – это вегетативное размножение. Переводим: вега – это тело, соответственно, происходит размножение частями растения. И не зря здесь представлено, например, это может быть побег, это могут быть листья, это может быть корневище. И, кстати говоря, луковица тут тоже уместна, потому что луковица, как мы в дальнейшем узнаем, является видоизмененным подземным побегом. Следующее – это фрагментация, то есть иначе фрагментами тела. И вот здесь вот изображена белая планария, и если ее расчленить на несколько кусочков, соответственно, из каждого нового кусочка начинает вырастать новый взрослый организм. И вот здесь вот как раз показано, то есть ее разделили на части, и с головного конца потом начинает отрастать хвостовой, и из хвостовой части начинает формироваться головной конец. И здесь вот тоже нарисована та же самая гидра. То есть если мы тоже ее разобьем на несколько частей, из каждого участка начинает формироваться новый дочерний организм. Следующее – это бинарное деление. Би – это 2, то есть деление на 2. Бинарное деление характерно для
прокариот, то есть, соответственно, для организмов, у которых нет оформленного ядра, происходит перетяжка, то есть бинарное деление. Путем перетяжки сначала происходит цитоплазма, то есть, соответственно, образуется потом и клеточная стенка начинает делиться, и образуются две дочерние клетки. Бинарное деление, то есть деление на два. Ну и, конечно, размножение спорами. Наверняка вы уже знаете, что есть споры, с помощью которых происходит процесс размножения. Вот такой процесс спорами размножения, вернее, характерен для грибов, для папоротников или вот, например, кукушкин лен, мох. То есть после того, как я вам сказала, какие существуют типы размножения, у вас должна сформироваться вот такая таблица, которая и должна потом пригодиться на экзамене. А вот то, что я вам обещала показать, как вы переносите ошибки из интернета к себе в свои знания, их фиксируете. Вот смотрите. Я ввела виды полового размножения схема, то есть как чаще всего смотрят. Вот давайте откроем. И посмотрим. Половое размножение. Конъюгация. Вот вам, пожалуйста, это уже ошибка. Причем вы потом это запоминаете и, соответственно, уже дальше к себе это все переносите. Это ошибка. Смотрим дальше. Вот, пожалуйста, еще одну открыла таблицу. Половое размножение. Конъюгация. Смотрим дальше. Еще один пример. Вот, пожалуйста, еще открыла. Опять же, половое размножение. Опять же, конъюгация. Ну, как вам я и говорила, то есть существует не только размножение, но и, соответственно, развитие. Сейчас вы у себя видите на экранах нарисованы какие-то шарики, что-то, чего-то там происходит. Так все дело в том, что вот именно после слияния двух половых клеток происходит формирование, значит, зиготы, то есть образуется такая небольшая оплодотворенная клетка, которая начинает многократно делиться. Сначала у нас образуется морула, потом образуется бластула, гаструла и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, происходит процесс развития. Сначала происходит процесс развития, который называется эмбриогенезом, то есть происходит формирование именно зародыша, то есть эмбриональное развитие. Соответственно, после того, как происходит эмбриональное развитие, то есть, кстати говоря, эмбриогенез у нас относится к развитию, которое называется онтогенезом, то есть это личностное развитие, это индивидуальное развитие каждого живого организма, которое начинается именно со слияния половых клеток до смерти организма. Ну и еще одно развитие, которое, но оно происходит гораздо дольше по времени, называется филогенезом, то есть все живые организмы, они проходят путь развития, значит, из года в год, из десятилетия в десятилетие, на протяжении развиваются нескольких десятков лет, тысячелетий, миллионов лет, то есть это филогенез, то есть развитие живого организма в процессе эволюции. Мы обязательно тоже это будем рассказывать. Я, вернее, буду тоже это вам буду рассказывать и, соответственно, объяснять. То есть вы должны понимать, что организмы не только сливаются, не только образуются, но еще и, соответственно, и они формируются, развиваются не только личностное, да, то есть не только происходит развитие каждого организма в отдельности, но и в процессе, то есть это то, что мы называем онтогенезом, но и, соответственно, еще и филогенез. Но что я еще хочу сказать, следующий пункт, который характерен, или следующий процесс, который характерен для всех живых организмов, это рост. Что такое рост? Ну, во-первых, если мы с вами сейчас, опять же, на бытовом уровне, да, то есть это увеличение, например, в росте, увеличение в объеме, но в основе всего вот этих процессов увеличения либо в объеме, либо в росте, это лежит деление клеток. То есть, если мы увидели, что, да, он родился, вернее, котенок у кошки, он сначала очень маленький, потом начинает расти, и через год мы видим красивого пушистого кота или кошку. То есть это вот благодаря делениям клеток происходит увеличение в росте, ну и, соответственно, в объеме. Но все дело в том, что в биологии есть еще и рост как величина абстрактная. Вот представим себе, опять же, на примерах. В лесу живет, например, небольшая стая волков. Пусть их будет там, ну, 10, да. Потом, в конце концов, естественно, они размножаются, и
и увеличивается количество особей, то есть их становится 20, 40, 60 и так далее. Естественно, они не будут жить на каком-то одном маленьком пятачке, им, естественно, будет тесно, они будут, естественно, расселяться по всему лесу. То есть они будут занимать уже большую территорию, где они живут. Так вот, о чем я говорю, рост как величина абстрактная – это расширение ареала обитания, то есть занимаемой площади обитания. Поэтому запоминаем, есть величина физическая, увеличение в росте и объеме, или величина абстрактная, то есть это увеличение ареала обитания. Ну и еще одно свойство живых организмов – это дискретность. Что такое дискретность? Дискретность переводится как прерывистость. Самый простой пример для начала. Есть, например, человек. Да? Человек состоит из органов, органы из тканей, ткани из клеток, клетки, в клетках имеются органеллы, органеллы состоят из молекул, молекулы из атомов. Любой живой организм состоит из взаимодействующих между собой структур. И именно эти структуры образуют единое целое. Например, вот как я рассмотрела, это человек. То есть вот в этом состоит, когда мы рассматриваем дискретность, мы всегда говорим сразу параллельно и о целостности. То есть одно без другого не существует. Ну вот, в принципе, и все, что мне хотелось сегодня вам рассказать. Я постаралась упорядочить информацию, то есть по значимости. Это, во-первых, вы видите, какое количество свойств живых организмов существует. Ну и, соответственно, вам осталось это только все выучить. Тем более вы обратили внимание, какое количество мы сегодня изучили терминов. Причем, значит, маленький совет. Я надеюсь очень, что сегодня слушали не только старшие классы, но и эта тема проходится и в младших классах, то есть в 6 классе, вернее, и в 7 классе, кто хочет, да, то есть понять, что такое биология, я рекомендую начинать именно с этого занятия. И еще, когда вы будете решать тесты, когда вы в дальнейшем, это уже на будущее я вам говорю, обязательно приобретите себе сборники тестов. Я уже говорила в первом ролике, какие, значит, тесты необходимы. Теперь, соответственно, вы должны их взять. Младшим школьникам я очень рекомендую. Не надо обращать большого внимания, там тесты, которые для 6, для 7, для 8 класса. Сразу советую, покупайте 9 класс. Я не смеюсь сейчас и не издеваюсь. Точно так же я советую 8 классам и 9 покупать сразу 11 класс. Это только кажется, что там мы ничего не разберем. Нет, на самом деле, если вы будете упорядочить свои занятия, если вы будете постепенно все идти именно от простого к сложному, будете учить именно с самого начала термины, усваивать все по порядку, не хватать, где бы, да, что вот мне, ну, я думаю, что мне здесь надо, на самом деле, я думаю, что гораздо больше. Поэтому, если вы постепенно будете осваивать, вам не составит труда решать тесты именно старших классов. Это на самом деле уже проверено и на моем опыте. То есть я своим детям при подготовке к ОГЭ всегда даю именно 11 класс, тесты 11 классов, и я вас уверяю, они с легкостью их решают, они совершенно запросто отвечают на вопросы. То есть не надо себя ограничивать в знаниях, не нужно себя ограничивать в стремлениях. У вас все получится, я в это верю. Я очень хочу, чтобы и вы в это поверили. На сегодня все. До следующей встречи. Следующая тема наша будет посвящена систематике. Ну и, соответственно, я приглашаю вас на следующее занятие. На сегодня все. Пока.